Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео я покажу несколько способов того, как защитить дно у плетеной корзины от лишнего стирания. Всякие разные ситуации бывают, и корзиночки наши плетеные, они не стоят пустыми на местах, мы в них храним, зачастую переносим какие-то овощи, фрукты и другие разные предметы, иногда бывают тяжелые, и ставим наши корзиночки на разные поверхности, и не всегда они чистые и гладкие. Всякое бывает, конечно, кто-то плетет корзины на продажу, и, конечно, мы зачастую не знаем, что с ними делает клиент, и вообще как он с ними обращается. И, конечно, хочется, чтобы корзиночка не только внешний вид свой сохранила, но и также свои эксплуатационные свойства. И не хочется всяких неприятных сюрпризов в виде вот стертого донышка. Вообще на эту тему я стала задумываться не так давно, как-то эти моменты я не замечала ранее, а потом я пригляделась, и действительно я увидела, что вот это донышко у плетеных изделий, оно немного стирается, и тут не зависит от того, сколько слоев лакировки вы сделали. Все равно потертости, они слегка заметны. И при том, что я у многих мастеров замечаю, как они вот это донышко, как бы сказать, защищают вот этими всякими накладками, о которых сейчас покажу и расскажу. И я поняла, что это реально хороший способ того, как продлить эксплуатационные свойства изделия. Итак, первый способ того, как защитить плетеное донышко от истирания, самый, мне кажется, доступный, самый дешевый, на мой взгляд, из всех. Я не скажу, что самый легкий, в принципе, на него нужно потратить какое-то время на изготовление. Это вот такие вот шайбочки из тех же газетных бумажных трубочек. То есть вы берете трубочку и скатываете, скручиваете ее вот в такую шайбочку. Их можно лаком покрыть, их можно покрасить в любые цвета, применимые к вашим изделиям, и покрыть лаком, естественно. Такие шайбочки можно приклеивать к донышку на любой полимерный клей, и они также будут защищать это донышко от истирания. Это самый дешевый способ, который не требует дополнительных каких-то денежных затрат, но он требует дополнительных временных затрат на саму работу. Ну и следующий, второй способ, это фетровые накладки, которые можно найти в любых строительных магазинах, также в магазинах Fix Price. Вот этот набор я покупала именно там. Также эти фетровые накладки можно сделать из самого фетра, причем получается, что палитра цветов достаточно разнообразная, потому что фетр продается в разных цветах, цветовых соотношениях, и, естественно, вы можете выбрать любой цвет, применимый к вашей корзине по цветовой гамме. Здесь у меня черные вот такие накладочки, именно такие фетровые накладки я и приклеила сюда к заначнице. Очень они здесь подошли прям в тему. Также такие фетровые накладки, конечно, продаются, как я уже сказала, в строительных магазинах, только в Fix Price они достаточно дешевые, там 50 рублей, то в строительных магазинах они уже на порядок дороже. Например, вот такой набор, они называются «Пункт фетровый самоклеющийся», мне обошелся рублей в 90, если я не ошибаюсь. Ну и сколько-то тут 20 штук получилось вот такого диаметра небольшого. Продаются разного диаметра. Здесь у вас уже на свой вкус и цвет, как говорится, и то, что к вашему изделию подходит. Да, забыла сказать, что такие фетровые накладки, они достаточно прочные, они достаточно долго служат. Единственное, что можно их покрыть лаком, если, например, вы боитесь, что они будут намокать или как-то грязниться, то лак, в принципе, эту проблему решит. Клеются они также на любой полимерный клей, тут все без проблем. И последний вариант, который я вам покажу, это вот такие силиконовые накладки. Конкретно эти продавались в самом наборе Fix Price, стоили 50 рублей, здесь 12 штук, но можно купить и более дорогие варианты уже в строительных магазинах, они уже могут там продаваться разного диаметра и разной формы. Вот, например, такие я купила совсем недавно в местном строительном магазине за 150 рублей. Но тут, конечно, качество, понятное дело, Германия. Здесь, правда, в наборе 15 штук, меня удивило, что нечетное количество. Ну да ладно. Вот так, если посмотреть по
по качеству, в принципе, они идентичны абсолютно. И мне кажется, что по износостойкости тоже будут одинаковы. Единственное, что, конечно, здесь все оформлено очень-очень аккуратно, а вот в фикс-прайсовом наборе они такие достаточно вырезанные, ну так, тяп-ляп, можно сказать. Но я не думаю, что это как-то будет влиять на износостойкость. И я думаю, что это будет не особо заметно на донышке в корзине. Единственное, что нужно иметь в виду про вот эти силиконовые накладочки, это то, что они обладают противоскользящим эффектом. То есть если вы прикрепите их на дно корзины, то она не будет свободно скользить по поверхности уже. Но, в принципе, в этом есть и особый плюс. Я уже проверяла, в принципе, они хорошо клеятся и на полимерный клей любой. У меня клей Момент Кристалл, но можно и титан, например, тоже подойдет. И какое у них преимущество от фетровых, они не боятся загрязнений. То есть, если здесь что-то загрязнится, можно влажной тряпочкой спокойненько протереть. И такие накладочки, они подходят и для больших корзин, и для небольших плетеных изделий. Конечно, я не думаю, что в этом вопросе нужно скорее бежать в магазин и покупать эти накладки, например, если дело срочное. Можно взять тот же самый фетр, если у вас есть, и сделать накладочки самой. Ну, естественно, конечно, вам придется постараться вырезать все аккуратненько. Но можно сделать и квадратные накладки, не обязательно круглые. Можно сделать самим, вот как я уже показала, из газетных трубочек, они такие же прочные будут, как и из фетра, например. Ну а если у вас финансы позволяют, то можно купить и в строительном магазине накладки, которые специально продаются уже тех форм и размеров, которые вам подходят, и вообще не заморачиваться по поводу что-то сделать своими руками. В общем, конечно, это все зависит от вас, от вашего положения и от вашего вкуса. Да, кстати, может быть, у вас есть какие-то свои предложения или уже опыт, из чего можно сделать вот такие накладки на дно плетеной корзины. Обязательно жду ваших комментариев под видео, мне будет очень интересно почитать, и остальным тоже обязательно что-то возьмем на заметку, потому что мы все друг от друга чему-то учимся. Я очень надеюсь, что это видео вам в какой-либо части было полезным. Обязательно ставьте большие пальчики вверх, если это так, подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение. Желаю вам легкого плетения, дорогие мои, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!